На окраине поселка стоял большой, но старенький дом. Осенним субботним вечером за столом в самой большой его комнате в инвалидном кресле сидел старик. Он смотрел в окно на темнеющее мрачное небо, и по его щеке медленно скатывалась слезинка. Михаил Степанович месяц назад похоронил жену, свою Олечку. Он остался один в этом ненавистном кресле в пустом доме, стонущем по ночам от тоски. Дед Миша чувствовал, что старые стены, так же, как и его душа, плачут по былым временам, когда молодая, жизнерадостная Олечка счастливо смеялась, глядя, как их сынок Павлик делает первые шаги. Помнили эти стены и о том, как появилась в их доме маленькая Тоня, как брат и сестра ссорились, не поделив игрушки, потом мирились и делили пополам последнюю конфету. О том, как заболела Тонечка, как плакал потом ее братик, узнав, что она никогда больше не будет с ним играть, как долгими ночами Олечка тихо звала во сне свою маленькую дочку, так и не смирившись с потерей. Павлик рос на утешение родителям, добрым отзывчивым ребенком. Хорошо учился, привозил медали со спортивных соревнований. Потом выучился в институте на агронома и уехал в чужие края. Ненадолго. Вскоре приехал с радостной новостью, что собирается жениться. Обрадовались Олечка и Михаил, что скоро внуков подарит им сын. Размечтались, как будут нянчиться с ними, потом забирать их к себе на все лето. Но на следующий день после приезда Павел поехал с другом на мотоцикле в соседний поселок, и больше родители его живым не увидели. Дед Миша вытер дрожащей рукой вторую слезинку и посмотрел на фотографию, которая лежала перед ним на столе. На ней был Павел с симпатичной девушкой, своей невестой, Еленой. Об одном сейчас больше всего жалел дед Миша, о том, что не осталось у него внука, которому можно было бы доверить этот дом, сад, что некому присмотреть за стариком. Поэтому и собирался он в дом инвалидов, где его уже ждали через неделю. Старик погладил старый дубовый стол, как близкого друга, которого должен навсегда покинуть. Он любил этот дом, несмотря на то горе, что пережил в нем, ведь и счастливых дней в нем было немало. Дед Миша тяжело вздохнул, вдруг увидел мелькнувший свет фар и услышал шум подъезжающего автомобиля. Он удивленно замер. Давно уж к их дому никто не подъезжал, а когда в дверь вежливо постучали, он громко крикнул, что не заперто. В дверях показался рослый, светловолосый парень лет 25. «Здравствуйте, вы Михаил Степанович Смирнов?» — громко спросил гость. «Я», — осторожно ответил старик и добавил. «Не шуми, милок, я хорошо слышу». «Извините», — смутился молодой человек. «Я не привык общаться с пожилыми. У меня нет бабушек, дедушек. Вернее, не было». Парень с улыбкой слегка поклонился и торжественно произнес. «Я ваш внук, Павел Павлович Смирнов, сын Лены, невесты вашего сына». Дед Миша открыл рот и даже дышать перестал. Потом трясущейся рукой потянулся к гостю и позвал. «Дай я тебя потрогаю. Не снишься ли ты мне? А что ж мы о тебе не слыхали? Откуда ты? Правда ли это?» Паша, улыбаясь, достал свое свидетельство о рождении и подал деду. Тот, долго прищурившись, рассматривал документ, а потом по-ребячески схлипнул. «Вот уж не думал, что жизнь мне еще ломоть счастья подарит. Не ожидал я от нее такого подарка». Дед крепко обнял парня, наклонившегося к нему, и попросил. «Расскажи-ка ты, как на свет-то появился, как жил. Все рассказывай, если б ты знал, как я ждал тебя, как мечтал о внуке». Паша присел рядом с дедом на табурет и начал рассказ о том, как мама растила его сама. Замуж она так и не вышла, а ее родителей не стало, когда Паше еще не исполнилось и 3 лет. Как рассказывала ему о его отце, Павле Михайловиче Смирнове, о том, что она его очень любила, но не успела выйти за него замуж. Когда она родила сына, то в графе отца записала его имя и фамилию, да и мальчика назвала в честь папы. Она бы и сообщила им о ребенке, но не знала их адрес.
А недавно Юля, Пашина невеста, устроилась на работу в контору, в которой сейчас сидят руководители фермерского хозяйства, а раньше она была колхозной. Юля разбирала архив и случайно нашла листок с записями данных агронома Павла Смирнова. Там было указано, откуда он приехал. Паша был так счастлив, что в первый же выходной сел в свою машину и поехал в соседнюю область искать родственников отца, ведь у него, кроме мамы и Юли, тоже никого нет. Дед Миша слушал Пашу, затаив дыхание. Он боялся спугнуть счастливый лучик, который послала ему судьба. Старик держал внука за руку и рассматривал его. Сначала ему показалось, что Паша совсем не похож на отца. Павла потом увидел сходство в глазах, в подбородке. «Ты больше похож на маму?» — наконец спросил он. «Да», — засмеялся Паша. «Говорят, что если сын похож на мать, это к счастью. Вот я и вас нашел. Ведь это здорово, правда?» Паша опять наклонился к деду и обнял его. Старик чувствовал, как ручеек тепла побежал по его телу. Ему стало так спокойно и радостно, что он, уже не стесняясь, заплакал. «Не, дед, вот плакать уже не надо». Паша тревожно огляделся. «А ты что, один живешь? Как же ты справляешься?» Дед Миша вздохнул тяжко и рассказал внуку о том, как остался совсем один, и что через неделю собирается уезжать в дом инвалидов. «Хорошо, что ты сейчас приехал. Мне теперь хоть не так тоскливо там будет», — улыбнулся он. «Ты что?» — ужаснулся Паша. «Как же так? Нет, я не отдам тебя туда. Да я, хочешь, через неделю сюда к тебе перееду вместе с Юлькой. Она меня поймет. Она сказала, что со мной хоть на край света. Вот такая она у меня. Дед, я тебя теперь не брошу. Только потерпи недельку. Я все дела решу и приеду». Паша нежно потрепал деда по плечу и тут увидел фотографию, лежащую перед ним на столе. Дед Миша чувствовал, как его сердце заколотилось от волнения. Конечно, он подождет. Да ради внука он и больше ждать готов. Неужели он проведет остаток жизни не в унылом доме инвалидов, а заботливым внуком в своем родном доме? Может, еще и зазвенят детские голоса правнуков в этих пустых комнатах. Старик улыбнулся и часто-часто закивал седой головой. «Дед, а это кто?» — спросил Паша, показывая на старый снимок. «Ты что, мамку свою с отцом не признал?» — сквозь слезы улыбнулся старик. А Паша пожал плечами в ответ. «Мама, я нашел деда, папиного отца, деда Мишу!» — закричал с порога Паша, врываясь в комнату матери. «Я был у него. Прости, что не сказал тебе, куда уезжал. Боялся спугнуть удачу. Он так мне обрадовался. Я уезжаю, мам, поеду к нему. Знаешь, я ему очень нужен. Он хотел ехать в дом инвалидов, но я пообещал, что не позволю ему это сделать. Я буду заботиться о нем. И Юлька со мной поедет. Она согласна». Паша с горящими глазами рассказывал все это матери и не сразу понял, что она совсем этому не рада. Мама смотрела на сына виноватым взглядом и молчала. «Мам, ты чего, не рада? Ты ж сама говорила, что хотела бы найти родителей отца, да он не успел сказать, откуда приехал. Что случилось? Кстати, дед мне фотографию показывал. Сказал, что на ней папа и ты. Но там не ты, а девушка, похожая на тетю Лену». Елена Петровна тяжело вздохнула и, собравшись с духом, сказала: «Прости меня, Павлик, но ты имеешь право знать правду. Дело в том, что Павел Смирнов не настоящий твой отец». Паша застыл, потрясенный признанием матери. Он всю жизнь прожил с этим именем, представлял отца достойным человеком, честным, справедливым, погибшим совсем молодым. А оказывается, он вовсе и не Смирнов. А Елена Петровна начала свой тяжелый рассказ. Они жили по соседству. Лена Волкова и Лена Астафьева. Были очень разными, но дружили, наверное, с самого рождения. Волкову все звали Аленкой, чтобы отличать от подруги. Она была невысокого роста, ее волосы, такие светлые, словно выгорели на солнце, всегда были заплетены в толстую косу.
а по всему ее лицу, по пухленьким щечкам и маленькому курносому носу были рассыпаны веснушки. Но главное богатство Аленки была ее улыбка, веселая и немного хулиганистая. Лена Астафьева относилась к подруге снисходительно, как к младшей сестренке, милой, но глупенькой. Высокая, темноволосая красавица привыкла, что ею все восхищались. От кавалеров у нее отбоя не было, но сама она так никого и не любила. В начале 1982 года приехал в их колхоз молодой красивый агроном Павел Смирнов. Он был такой решительный, что раз встретившись в колхозной конторе с Леной, которая работала там бухгалтером, он сразу пригласил ее в кино. Его нисколько не смутил ее гордый взгляд, он даже не спросил ее согласия, просто поставил перед фактом, что будет ждать ее у клуба перед сеансом. Лена пришла, но не одна, а с Аленкой. Так они и гуляли по селу. Лена под руку с Павлом, а рядом Аленка, с улыбкой рассказывающая им что-нибудь смешное. Павел иногда намекал Лене на то, что хочет остаться с ней наедине, но она молча пожимала плечами и продолжала приводить подругу на свидание. Через месяц Павел сделал Лене предложение. Только она совсем не обрадовалась. Жених он был, конечно, завидный, образованный, красивый, уважаемый в колхозе, но скучный. С таким она с тоски помереть может. Лена все это и высказала Павлу. Он выслушал ее и, резко повернувшись, ушел. А Аленка, которая стояла в сторонке, замерла. Потом подошла к подруге и возмущенно сказала: «Как ты могла такое ему сказать? Он же любит тебя. Ты же видишь, какой он хороший. Он самый лучший, самый красивый. Он тебе жизнь свою предложил. А ты?» «Ой, да ты никак влюблена в него. Хочешь, себе забери, не жалко», — захохотала Лена, а Аленка покраснела и убежала. Через 2 дня, под давлением матери, Лена пришла к Павлу и, извинившись, приняла его предложение. Они подали заявление, а через несколько дней Павел взял отгулы и уехал к себе домой, чтобы обговорить с родителями свою скорую женитьбу. Аленка страдала. Она и правда всем сердцем любила Павла, только выбрал он не ее, а красавицу Лену. Аленка понимала это и никогда бы не выдала себя, если бы не беда. Павел уехал к родителям и пропал. Прошло 2 недели, а он так и не вернулся. Председатель колхоза возмущался, кричал, что уволит его за прогулы. Лена вскоре стала встречаться с шофером Федей, а у Аленки душа болела. Чувствовала она, что с Павлом случилось несчастье. О гибели Павла в колхоз сообщили лишь через месяц. Оказалось, что он со своим другом разбились на мотоцикле. Лена сначала испугалась, что односельчане будут ее упрекать, но тут Аленка сообщила, что беременна от Павла. Лена была ошеломлена, как такое могло быть. Аленка ей рассказала, что тот вечер, когда подруга отказала Павлу, она и была с ним. Мол, ему было очень тяжело, а она его утешила. Лена решила, что это даже к лучшему, и стала с чистой совестью готовиться к свадьбе с Федей. Все село гудело от такой новости, а Аленка ходила гордая, никого не стеснялась. Когда родился Павлик, она решительно записала в графе «Отец» Смирнова Павла Михайловича. «Мама, но если не он мой отец, то кто?» – взволнованно спросил Паша у матери. «Меня тогда любил один парень, Ваня. Я, когда Лена с Павлом подали заявление в ЗАГС, сильно переживала. Вот и поддалась его уговорам. Он потом звал меня выйти за него замуж. Но я всем сказала, что ты от Павла. Я так об этом мечтала, что и сама в это поверила. А Ваня потом женился на другой и уехал. Не мог жить со мной рядом. Прости меня, сынок, если сможешь». И Елена Петровна закрыла лицо руками. Паша тяжело дышал. Он не знал, как быть дальше. Мама его обманула. Отец оказался не его отцом, а дед. Дед, он же его ждет, надеется. Как ему объяснить, что он ему теперь и не внук вовсе? Паша крепко сдавил руками голову и застонал.
Дед Миша считал дни. Он как мог прибрался в доме, да и соседка помогла. Тетя Маша очень обрадовалась, что у старика нашелся внук, а то больно уж много бед на него судьба опрокинула. Надо хоть перед смертью жизни порадоваться. Марья даже пообещала отдать соседу детскую кроватку, что от внучки осталось. Небось пригодится, внук-то с невестой приедет. Дед Миша кивал и радостно вздыхал. Прошла неделя. Старик не уехал в дом инвалидов. Он ждал внука, Пашу. Третий день он не отъезжал от окна, даже дремал в своем кресле. Потом понемногу в его душу стала закрадываться тревога. Он теперь очень жалел, что не купил себе сотовый телефон, как у Марьи. Тогда он мог бы позвонить внуку, спросить, где он задерживается. И тут он испугался. А вдруг Паша тоже, как и его отец? Старик схватился за левый бок и застонал. Он отъехал от окна, чтобы взять на столе лекарство, и услышал шум автомобиля. Забыв про валидол, дед Миша развернул кресло обратно и заплакал от радости, увидев, как Паша помогает выйти из машины красивой девушке, видимо, его невесте, Юле. Потом они вытащили из багажника 2 большие сумки и, увидев в окне старика, радостно замахали ему руками. Дед Миша проживет счастливо еще несколько лет, дождется 2 правнуков и никогда не узнает, что Паша ему не родной внук, а может, как раз и родной. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.